Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, это канал о вязании. Сегодня хочу вам предложить связать вот такой интересный, симпатичный джемперок. Выполнен в таком спокойном цветовом решении, с оригинальным дизайном. Узоры у нас, видите, косы в ажуре в сочетании с вертикальными ажурными полосочками. Такой на повседневочку джемперок, я думаю, будет полезен в гардеробе любой женщины. Интересное такое оформление. Вот приближаю вам узорчик, да. Мне нравится. Планочка такая интересно задумана, да, с такими дырочками. В принципе, вяжется довольно просто узорчик, поэтому мне он нравится, и я решила сделать мастер-класс на своем канале по этому джемперочку. Выбрала пряжу, интересную пряжу. Сейчас покажу вам. Давайте посмотрим пряжу. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео, это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео, и это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Этого джемпера я выбрала пряжу Liniment Wool, китайская пряжа, 80% шерсти, 10 акрила и 10 полиамила. Полиамила какого-то, не помню. 100 грамм 300 метров. Полиамида. Вот так. Так, ну это вот, я так понимаю, цвет ее идет. И, в общем-то, все остальное здесь идет по-китайски. Знаете, хочу сказать про эту ниточку. Вязать из нее приятно. Она хорошо скрученная. Очень так туго скрученная. Ну, такой шерсть есть шерсть, да. После стирки говорят, что она становится намного мягче, и у нее появляется ворсистость. Но сейчас, на данный момент, я не хочу сказать, что она очень ворсистая. Вот я вам приблизила, да. Как видите, ну, девочки, пряжа новинка, я не пользовалась ей, но на сайте читала хорошие отзывы. Поэтому цвета там тоже выбор большой. Поэтому, девочки, в общем-то, решила попробовать. Я уже какую-то вещь рекомендовала из этой пряжи другого цвета. И вот сейчас вам ее демонстрирую. Вот так выглядит наш узор. Здесь 2 раппорта в высоту. И наша ажурная вставка на 34 петельках вот здесь представлена. Декоративная планочка у нас, которая будет по низу и по вырезу горловины вязаться, тоже будет сегодня с нами в мастер-классе участвовать. Я вам покажу, как делать вот эти дырочки. Хотя, наверное, вы и так знаете, если есть опыт. Так, ну, мои хорошие, собственно, давайте рассмотрим с вами схему. Выкройка, как всегда, будет составлено описание на 6 размеров. Схема узора выглядит вот таким образом. Я ее дополнительно размещу в своем профиле в Одноклассниках и ссылочку оставлю под видео. Так, ну здесь условные обозначения довольно-таки часто применяются. Ну давайте я вам скажу, что вот этот знак обозначает это перекрещивание 6 петель налево. Причем 3 из них идут перед работой, 3 за работой. Да? Это мы все с вами будем вязать. Стрелочка вниз обозначает 2 вместе лицевой с наклоном влево, а вот такой значок, галочка с циферкой 2 наверху, это 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Вот такая галочка перевернутая с циферкой 2 обозначает 2 вместе изнаночной. Ну и все, мои хорошие, собственно. Вертикальная черточка – это лицевая, горизонтальная черточка – это изнаночная, а подковочка – это у нас накид. Все. Очень простая схема. По выкройке давайте. Выкройка у нас будет вот такая, тоже очень микроскопическая и довольно расплывчатая. Но зато здесь все равно все, собственно, понятно. Более подробно про расчет мы будем говорить после того, как свяжем образец, поэтому пусть вас это не смущает, что такая нечеткая
выкройка. Свои размеры все равно вам придется ставить. Я думаю, что так будет всегда лучше поступать, когда вы свои индивидуальные мерочки будете применять. Ну, собственно, если у вас стандартная фигура, можно воспользоваться и этими общими мерками, рекомендациями. Так. И что касается, хотела вам показать, вот так выглядело, значит, описание из иностранного журнала, да, родное. У нас не совпала плотность, и поэтому весь этот расчет оказался, ну, собственно, никчемный для меня, во всяком случае. Поэтому у нас будет, конечно же, свое описание. Так, все понятно. И мое описание, как всегда, на несколько размеров, да, на 6 размеров. Сегодня у меня описание 42, 44, 46, 48 и 50, 52. Общий расход пряжи на изделие приблизительно 450-550 грамм. И состав 80% шерсти, да, 10% акрила и еще 10, девочки, если не буду писать, 300 в 100 грамм 300 метров. Спицы будем использовать 3,5. И для обвязки горловины круговые спицы номер 3. Плотность вязания у нас с вами будет определяться в процессе вязания. В конце видео, обычно после того, как свяжем образец, мы его с вами рассчитываем. Там смотрите сами. Так, и спиночка. Вяжем, как обычно, спиночка. Перед у нас отдельно вяжутся рукавчики. Все это потом сшивается, да. Поэтому все вот это описание я, конечно, зачитывать не стану. Все оно будет выложено под видео для вашего удобства. Смотрите. На 3 размерчика, на 6 вернее, да. И все это дело мы с вами будем прямо под камерой. Я буду на ваших глазах рассчитывать после того, как свяжем образец. Кому интересно, как образуются все вот эти петли, да, сколько петель мы первоначально решаем набрать, да, как распределяем узоры, как у нас, сколько петель мы откладываем на вырез горловины, на плечи, как это рассчитать, как рассчитать пройму рукава, как рассчитать окаты рукава. Я тоже подробно об этом рассказываю и останавливаюсь на этом. Ссылочка под видео будет на теоретический расчет. И как мы считаем скос у рукава, тоже сегодня будет об этом говориться, как всегда. Что такое вертикальная плотность, как мы ее применяем, зачем она нужна, я тоже об этом рассказываю. Поэтому всем, кому интересно, остаемся на связи, да, и продолжаем смотреть мой мастер-класс. А сейчас мы будем с вами вязать образец узора. Для образца будем набирать 36 петель. 34 петли составляет наш ажурный мотив. И 2 кромочные, да. Вот 36 петелек. Я уже набрала и даже связала планочку, которая у нас будет по низу 2 сантиметра шириной. Вот. И как ее вязать, я покажу, наверное, после того, как мы раппорт свяжем. Вот. Там очень все легко и просто. И давайте сейчас свяжем раппорт узора. 16 рядов. И начинаем с первого ряда. Делаем накид и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я вяжу бабушкины петельки, поэтому я буду петельки вот так менять местами. Вторая у меня будет поверх первой накидываться. Вязаться будет 2 вместе лицевой. Далее вяжем 2 изнаночные. И вяжем 2 вместе лицевой с наклоном влево и накид. Далее 3 изнаночные вяжем. 1, 2, 3. И далее вяжем 2 вместе изнаночные. Далее вяжем накид. 3 лицевые. 1, 2, 3. И сейчас будем перекрещивать с вами 6 петель налево. Можете пользоваться дополнительной спицей, можете делать, как это делаю я. 6 петель на правую спицу я переснимаю. И далее первые 3 петли у меня будут перед работой. Я их снимаю, а следующие 3 петли высвобождаются за работой. С помощью правой спицы я их аккуратно, девочки, возвращаю на левую спицу.
они у меня за работой. Вот так. И все 6 петель вяжу лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Перекрестили 6 петель налево. Далее вяжем 3 лицевые. 1, 2, 3. Накид. 2 вместе изнаночной. Далее идут 3 изнаночные. 1, 2, 3. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 2 изнаночные. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Накид. Кромочная, изнаночная. Все изнаночные ряды вяжутся, как смотрят петли. Накиды провязываются изнаночными петлями. У нас с вами 3-й ряд. И мы вяжем накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 изнаночные, теперь 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 изнаночные. Далее вяжем 2 вместе изнаночной, накид, 3 лицевые. 1, 2, 3. Изнаночная. 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Изнаночная. 3 лицевые. 1, 2, 3. Накид. 2 вместе изнаночной. 2 изнаночные. Накид и 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, кромочную вяжем изнаночной. 4-й ряд, как смотрят петли, накиды провязываем изнаночными. 5-й ряд. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, изнаночная, 2 вместе изнаночной, накид, 3 лицевые. 1, 2, 3, 2 изнаночные. И снова перекрещиваем 6 петель налево. Также я снимаю 6 петелек. Первые 3 у меня перед работой, следующие 3 за работой. Аккуратно я их вот так перекрещиваю, да, и с помощью правой спицы возвращаю на левую. И вяжу их все 6 лицевыми петельками. Далее 2 изнаночные вяжем. 3 лицевые. 1, 2, 3. Делаем накид, 2 вместе изнаночной. Далее идет у нас изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, кромочная, изнаночная. 7-й ряд вяжем. Кромочную сняли, сделали накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 3 изнаночные, накид, 2 лицевые и далее 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные, 4 лицевые, 1, 2,
3, 4, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Меняю петельки местами, как я уже говорила. У меня бабушкины петельки я вяжу. Затем идут 2 лицевые, накид, 3 изнаночные, 1, 2, 3, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, кромочную вяжем изнаночный. Вяжем с вами 9 ряд. Вяжем накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 изнаночные, затем 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 4 изнаночные, 1, 2, 3, 4, накид, 2 лицевые, 1, 2, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные, 1, 2, затем 2 лицевые по центру, 1, 2, снова 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид и 4 изнаночные, 1, 2, 3, 4, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, кромочная, изнаночная. Вяжем с вами 11 ряд. Делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 5 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 4 изнаночные, 1, 2, 3, 4, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид и 5 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5. Делаем с вами накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, кромочная, изнаночная. 13 ряд вяжем. Делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 6 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее делаем накид и 2 лицевые, 1, 2, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Так, далее 2 лицевые, 1, 2, накид, 6 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, кромочная, изнаночная. Так, 15 ряд вяжем. Делаем с вами накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 4 изнаночные, 1,
2, 3, 4. Затем вяжем 2 вместе изнаночной, делаем накид, лицевая, еще один накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Далее вяжем 2 лицевые, накид, лицевая, 2 вместе изнаночной, 4 изнаночные, 1, 2, 3, 4, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, кромочная, изнаночная. Мы связали с вами 15 ряд, 16 мы свяжем, как смотрят петли, и раппорт узора будет повторяться с первого ряда. Я сейчас самостоятельно, девочки, свяжу еще раппорт, вот, и покажу вам, как вот связать вот эту красивую такую планку. Для вязания планки мы будем вязать сейчас с вами 2 ряда изнаночной глади. То есть первый ряд у нас идут изнаночные петельки все. Второй ряд у нас идут лицевые петельки. Ну, то есть, девочки, я это все до конца вам ряда показывать не буду, да? Просто вяжите изнаночные петельки сейчас. Вот. Потом вяжете лицевые петельки. И встречаемся с вами в третьем ряду. Третий ряд будем вязать следующим образом. Смотрите, значит, делаем 2 вместе изнаночной, накид, снова 2 вместе изнаночной, накид, 2 вместе изнаночной, накид, 2 вместе изнаночной, накид. И так, девочки, до конца ряда. Вот так будет получаться. Четвертый ряд. Вот наш, так, третий ряд выглядит, да? Четвертый ряд. Мы будем вязать все петли лицевые, в том числе и накиды. То есть все лицевые провязываем. Весь ряд. Пятый ряд, девочки, вяжете изнаночными петельками. Шестой ряд вяжете лицевыми петельками. Ну и все на этом. Вся планочка связана получается. Пятый ряд все изнаночные, как я уже сказала. Вяжем все петельки до конца ряда. Вяжем изнаночными. И последний шестой ряд планки нашей. Все петли лицевые. Это изнаночный ряд. До конца ряда все петли лицевые. Все, планочка вот таким образом у нас выглядит. 6 рядов занимает высоту раппорт. Так. Сейчас наша задача с вами сделать влажную тепловую обработку образца. Так, горячим паром. Вот так я сейчас горячим паром отдаю наш образец. Очень он становится податливым. Так, и давайте с вами его тянуть в разные стороны. Очень энергично. Так, тянем его. Мягенький такой становится, приятный. Так, еще разочек сейчас паром. Так, девочки, оставляем вот так сохнуть наш образец. Теперь наша задача с вами сделать расчет плотности. Для этого нам понадобится измерить
ширину и высоту образца. Смотрите, девочки, вот я приложила линейку, у меня вот получается вместе с нашими кромочными 18,5 сантиметров. И мы с вами набирали 36 петель. 36 мы поделим на 18,5. Это будет плотность 1,95, скажем так, да? Чуть-чуть до двоечки не дотянулась. Давайте напишем в 1 сантиметре 1,95 петель. Плотность по горизонтали. Сейчас необходимо померить высоту нашего связанного образца. У меня здесь 2 раппорта, как вы помните, я вязала. Вот. И меряем мы и 2 планки по 6 рядов. Я измеряю высоту нашего образца. Так, у меня получается 16,5 сантиметров. Значит так, сейчас я скажу, сколько рядов. Итак, 44 ряда у меня сейчас связано. 44 я делю на 16,5. Получаю плотность 2,65 запишем по вертикали. В 1 сантиметре 2,65 ряда умещается. Вот такая у нас с вами по вертикали плотность получилась. И теперь нам понадобится выкройка, чтобы сделать индивидуальные расчеты. На тот или иной размер будем делать с вами. С использованием нашей расчетной плотности. У нас с вами расчетная часть. И вот такую выкройку. Это родная выкройка с описанием этой модели. Я вам буду сейчас по ней делать расчеты. Ну, конечно, она немного расплывчатая, поскольку очень было мелкое изображение. И когда его укрупнили, вот так все получилось. Но в целом, девочки, я здесь все вижу, да? Значит, мы будем с вами составлять описание для 6 размеров. 42, 44, 46, 48 и 50, 52. Вот. И здесь у нас будет с вами расчет вестись, начиная от спинки и переда. Они вяжутся одинаково, отличаются вырезом горловины. Так, и первая ширина у нас с вами спинки 47 сантиметров. Переведем это в петли. Для этого мы воспользуемся нашей горизонтальной плотностью, которую мы с вами только что рассчитали. В 1 сантиметре 1,95 петель. Да? Значит, мы 47 сантиметров умножаем на 1,95. Это наша плотность. И получаем вот такое число. Округляем до 92. 92 петли. Отлично. Записала я. Второй размер у нас будет 46-48 с шириной спинки 51 сантиметр. Умножаем на плотность 1,95. Получаем, девочки, я написала 100. Надо, чтобы было четное число. 100 петель. Так, и третий размерчик у нас 55 сантиметров ширина спинки. Я умножаю на 1,95 и получаю 108 петель. Тоже четное число пишу. Так, теперь наша задача с вами распределить красиво наши ажурные узоры. Ну, планочку вы посмотрели, как вязать, да, мы только что с вами связали декоративную. Она у нас по низу изделия идет, вот так она выглядит. Такая вот она у нас с дырочками, да. И по верху, по вырезу горловины, она тоже вот такая же будет красивая. В ширину, в высоту она приблизительно 2 сантиметра. Так. Ну и, в общем-то, мои хорошие, вот этот наш ажурный узор, который мы с вами вязали, будет у нас, согласно модели, да, смотрим, будет 2 раза у нас располагаться симметрично. Поэтому я всегда рисую схематично вот такую черту и на ней располагаю узоры для вашего лучшего восприятия, понятия, для того, чтобы это было визуально понятно. Смотрите, у нас с вами для первого размера 92 петли. Вот эти 92 петли, на них надо расположить наши узоры. Я расположила следующим образом. Значит, 2 раза по 34 петли, и между ними у меня идут 4 изнаночные. Вот. То есть центральные у нас 4 изнаночные, с двух сторон симметрично
наш ажурный узор на 34 петельках. И с двух сторон я посчитала, у меня получилось по 9 изнаночных, симметрично также. И кромочной, соответственно. И давайте посчитаем, правильно ли я распределила наши узоры. Всего 92 петли. Вычитаю. 2 раза по 34 петли наш ажурный узор, это 68 петель. Отнимаю 68. Отнимаю 4 петли по центру, 4 изнаночные. И у меня осталось 20 петель. Из них 2 кромочные отнимаю. Осталось 18 петель, но, соответственно, делю это все на 2, по 9 изнаночных. Все правильно. То есть 92 петли в сумме получается. Второй размер, девочки, я также распределяю, только здесь будут немножко другие петельки, да. То есть смотрите, между нашими ажурными узорами я делаю 6 изнаночных. И с двух сторон симметрично по 12 изнаночных у меня получается. Также я в описании буду писать. И в сумме это 100 петель. Но также кромочные и так далее. Да? И для третьего размера я расположила узоры вот таким образом, что между двумя нашими красивыми ажурными узорами будет 10 изнаночных. И с двух сторон по 14 изнаночных будет тоже между нашими красивыми ажурными узорами. То есть крайние 14 изнаночных, крайние 14 изнаночных. В сумме это у меня получилось 108 петель, как и должно было быть. Вы, конечно, между вот этими ажурными узорами можете ставить не 10 изнаночных, а хотите 8 ставьте, как вам угодно. Как вам угодно, как вам захочется пошире сделать, поуже здесь сделать расстояние между ажурными узорами. Это уже на ваше усмотрение, и, соответственно, тут можно пересчитать. Я буду вот так писать в своем описании. В принципе, приемлемый вариант. Давайте вернемся теперь к нашей спинке переду. Давайте посчитаем, сколько у нас петель придется на пройму. Вот у нас пройма стоит 4,5 сантиметра. Девочки, я перевожу это в петельки. 4,5 умножаю на нашу плотность 1,95. И получаю, ну, если мы будем это все дело округлять, то 9 петель. По 9 петель у нас пройма. Их у нас 2, то есть по 18 петель. Так, по вырезу горловины давайте пройдемся. Тут стоит, значит, 13 сантиметров, то есть это 26 сантиметров у нас вырез горловины по выкройке, умножить на плотность 1,95, это будет, девочки, 50 петель. Не округляю, потому что должно быть четное число. У нас в наборе идет четное число, поэтому горловина тоже должна быть четной. 50 петель. Второй размер 13,5 умножить на 2, 27 сантиметров ширина горловины переда, ну и спинки также, умножить на нашу плотность 1,95. Получим, девочки, 52 петли. Ну и, соответственно, на большой размер 14,5 умножить на 2 и умножить на 2, получается, так, 14,5 умножить на 2 и умножить на 1,95, 56 петель. Я 54 написала. Что-то мне смущает эта большая цифра, 56 петель. 54 петли я написала. И, соответственно, у меня высчитываются плечи методом вычитания. То есть пройму и горловину вычитаем, и то, что остается на плечи, делим надвое. Показываю на первом примере. 92 петли у нас, отнимаем 18 петель 2 проймы и 50 петель вырез горловины. Это будет, девочки, 24 петли на 2 плеча. Осталось, да? Делим на 2, на каждое плечо по 12 петелек. Вот так это выглядит. Так. Всем, кому будет казаться, что 26 сантиметров и даже 28 тут, это слишком широко для выреза горловины, конечно же, вы можете здесь убавить этот вырез и сделать его поменьше.
То есть это на ваши, девочки, усмотрение. То есть все вот эти вот мерочки должны быть, я думаю, индивидуальные, слепо доверяться тому, что у нас в выкройке указано, не стоит, потому что, ну, как бы мы все разные, у нас разная высота, у нас разная будет высота изделия, потому что у нас разный рост и так далее. Сейчас я перейду на рукав, посмотрим, сколько же нам по рукаву набирать петель по низу и по верху, да, будет получаться. И распределить также узоры. Но здесь по рукаву у нас по центру будет идти узор 34 петли, и с двух сторон будут идти изнаночные петельки. И все петли, которые мы будем по скосу прибавлять, будут включаться соответственно в изнаночную гладь. Так, и смотрите, по низу рукавчика у нас идет опять-таки, так же как и по спинке и переду, декоративная наша планка на высоту 2 сантиметра. Так, и далее начинается ажурный узор. У меня стоит для первого размера на выкройке 22 сантиметра. По низу умножаем на плотность 1,95 и получаю я, девочки, 42 петли. Я записала, должно быть четное число. Так, четное число 42 петли. На второй размер у меня получилось 46 петель, аналогично я посчитала. И на третий 50 петель. Так, теперь распределяем узорчики. Как это сделать? Смотрите. Значит, ну по центру у нас 34 петли, ажурный узор. У меня для первого размера получилось 3 изнаночные справа, 3 изнаночные слева. И, соответственно, кромочные 2. Так, для второго размера я там тоже распределяла, считала. Ну, в общем, это легко сделать, да? 46 отнять 34. Для второго размера 46 отнять 34, да? Получаем 12 петель. Отнимаем 2 петли кромочные. 10 петель делим на 2. То есть по 5 изнаночных справа, 5 изнаночных слева. И соответствующим образом также рассчитываем для третьего размера. Так. И теперь, мои хорошие, нам надо определиться, сколько же у нас петелек придется на самую широкую часть рукава, где мы начнем делать окат. Для этого вот у нас указана эта самая широкая часть рукава 15,5, 17,5 и третий размер 19,5. Умножаем эти все размеры по половинчатые на 2 и умножаем на плотность 1,95. У меня получилось на первый размер 60 петель, на второй 68 и на третий 76 петель. Так, и теперь нам надо определить по скосу, сколько петель нам прибавить. Скос считаем, да? Смотрите, значит, автор модели запланировал, что после планки у нас вяжется еще на 12,5 сантиметров без скоса, то есть без прибавок узор вяжем. Вот как мы тут вот распределяем, так и вяжем. И затем начинаем делать прибавки резко, да. И вот эту величину 19,5 сантиметров я вам буду сейчас рекомендовать измерять в рядах. Для того, чтобы после стирки изделие не вытянулось и не стало бесформенным, да. Мы с вами сейчас 12,5 сантиметров, вот эту величину, умножим на нашу плотность по вертикали, которую мы с вами определяли. Вот она у нас в 1 сантиметре 2,65 ряда. Умножаем 12,5 сантиметров на 2,65. Получаем, девочки, 33 ряда. Вот связали мы с вами от планки 33 ряда, и после этого начали формировать скос рукава. Прибавки делать. Справа и слева равномерно и одновременно. Причем надо определиться, сколько петель нам с каждой стороны прибавлять и через какое расстояние их прибавки делать. Смотрите, у нас стоит на выкройке размер, вот значит, высота скоса это 30,5 сантиметров до оката. Также переводим в ряды. 30,5 сантиметра я умножаю на 2,65 плотность, получаю 80 рядов, девочки. Можно 81, но 80 рядов. Так, и теперь считаем. Смотрите, самая широкая часть рукава на первый размер 60 петель, отнимаем по низу 42 петли, получаем 18 петель надо всего прибавить. У нас 2 скоса, то есть по 9 петель надо прибавить. И высота скоса 80 рядов. Мы 80 рядов делим на 9 петель, которые будем прибавлять, и получаем
девочки, приблизительную цифру. В каждом 9 ряду делаем прибавку. Видите, я округлила до 9. Второй размер также считаем. 68 по верху, петель отнять 46 по низу. Получаем 22 петли. Делим на 2 скоса. На каждый скос по 11 петель будем прибавлять. И через сколько? Сейчас также считаем. 80 рядов скос на 11 петель делим. Получаем. В каждом 7 ряду делаем прибавку. И на третий размер 76 петель отнимаем. По низу 50 петель. Получаем 26 петель на 2 скоса делим. По 13 петель с каждой стороны прибавляем. Через 80 рядов делим на 13 петель. В каждом 6 ряду делаем прибавку, девочки. Вот так это рассчитывается скос. После того, как вы свяжете 80 рядов, у вас должно на спицах быть 60, 68, 76 петель соответственно. Да? И вы приступаете к вязанию оката рукава. Если у вас достаточно опыта, вы это сделаете без всяких выкроек и без всяких расчетов. Просто практическое применение, часто уже как бы это на автоматизме все делается, окат этот закрывается. Если у вас недостаточно опыта, я буду вам рекомендовать делать выкройку в натуральную величину и вязать, прикладывая свой рукавчик каждый раз к выкройке. Но еще есть теоретический метод расчета. Ссылочку на этот расчет я вам оставлю под видео, там же, где у нас будет все это описание. В моем профиле в Одноклассники есть статья на эту тему про окат рукава, как его рассчитать. Пожалуйста, если кому интересно, посмотрите. Так, мои хорошие, и про вертикальную плотность мы ее уже коснулись с вами по рукаву, да. Смотрите, высота рукава от планки до конца, где мы будем закрывать рукав, будет составлять у нас по выкройке 53,5 сантиметров. Также эту величину надо обязательно перевести в ряды. 53,5 сантиметра умножаем на 2,65 плотность. У меня получается 142 ряда, я округлила. 142 ряда, то есть ни больше, ни меньше лучше не делать, да? То есть руководствуемся той плотностью расчетной, которую мы с вами получили, когда, помните, наш образец вытягивали после влажно-тепловой обработки и измеряли его, расчет плотности делали. То же самое касается вертикальной плотности для всего изделия нашего, да, то есть смотрите, от планки до проймы стоит размер 34,5 сантиметра. Также я умножила эти сантиметры на плотность по вертикали, у меня получилось 91 ряд. Обязательно руководствуйтесь вот этими рядами, когда будете вязать, то есть вяжете 91 ряд, после этого начинаете закрывать проймы. То есть не сантиметрами меряйте, да, а лучше рядами, девочки. Это будет более грамотно и более качественно. То же самое касается общей длины изделия, да, то есть вычитываете свою длину, которая вам будет требоваться, и также переводите ее с помощью плотности в ряды. И также вяжете, руководствуясь рядами. Ну, мои хорошие, надеюсь, мое объяснение было доступным, понятным. Я желаю вам удачи. Все это описание будет выложено под видео для вашего удобства. Не забывая повторять о том, что мерочки все-таки свои здесь проставьте, то есть откорректируйте вот эту вот выкроечку под себя, да. У нас у кого-то рост побольше, у кого-то поменьше, да. У нас у кого-то свои какие-то индивидуальные запросы. Кто-то хочет, чтобы вырез горловины был поуже, кто-то хочет, чтобы он был широкий, открытость, да, большая. То есть все это, у кого-то плечики узкие, у кого-то широкие, поэтому здесь тоже надо будет отрегулировать петельки. Я вам желаю удачи и надеюсь, что все вы свяжете и у вас все получится, мои хорошие. И до новых встреч!